Это самый продаваемый компактный кроссовер в Европе. Но стоит ли его брать? Снаружи он очень напоминает новый Toyota RAV4. Но на самом деле это его младший брат, обновленный Toyota Yaris Cross. И перед нами фейслифтинг модели, которая уже стала самым популярным гибридом в своем сегменте. Так что это настоящий бестселлер. Но на что он способен после обновления и чем версия Premier Edition отличается от GR Sport? Я Томас, и мы разберем все детали на канале. 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Давайте разберемся, за счет чего он вообще стал таким популярным. Начнем с передней части. Здесь появилась новая решетка радиатора с сотовой структурой, окрашенная в цвет кузова, как у нового RAV4. Арбан хаки – очень характерный и приятный цвет. И это, пожалуй, самое заметное внешнее изменение. Также обновили фары. В топовых версиях доступны светодиодные или даже матричные. Есть функция автоматического дальнего света, которая умеет вырезать отдельные зоны на дороге. Чуть позже покажу, как это работает. Длина автомобиля 4 метра 18 сантиметров. То есть это действительно компактный кроссовер. База начинается с 16-дюймовых стальных дисков, но доступны и 17 или 18-дюймовые. Здесь установлены самые большие с новым дизайном. Обратите внимание на защитные накладки на арках и достаточно высокий дорожный просвет. В целом на таком автомобиле уже можно съехать на легкое бездорожье. Сбоку на кузове выштамповано название Yaris Cross. Приятная деталь. Также здесь двухцветное исполнение с контрастной черной крышей, которая переходит в основной цвет Арбан хаки. Сзади интегрированный спойлер. И да, обратите внимание на зазоры. Это один из ранних прототипов, поэтому финальная серийная версия будет подогнана аккуратнее. Доступен передний или полный привод, к двигателям вернемся чуть позже. Но важно, что перед нами гибрид с системой AWD-I. По сути, сзади установлен дополнительный электромотор, который подключается при необходимости. Так реализуется полный привод. Чуть позже еще покажу замер багажника. Заглянем под капот. В этой версии у нас полный привод, но есть и более простые варианты с передним. Открываем. Вот так. Машина подает сигнал, включены фары. В основе 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель. Есть версия на 116 лошадиных сил и более мощная на 130. Разница в динамике, конечно, ощущается. Все подробные характеристики я оставлю в закрепленном комментарии. С полным приводом разгон до сотни занимает чуть больше 11 секунд. Переднеприводная версия даже немного быстрее. Около 11 секунд с мотором на 130 сил. Базовые комплектации идут с начальным двигателем, а более дорогие уже со 130-сильным вариантом. Кстати, версия GR Sport доступна только со 130-сильным мотором и передним приводом. Это самый динамичный вариант. Она настроена более жестко и в целом ощущается спортивней. А тот автомобиль, что перед нами, скорее про комфорт и более элегантную подачу. Кстати, всем огромное спасибо за вашу поддержку. Возможно, вы не до конца понимаете, но когда я вижу приятные комментарии, и все в таком духе. Для меня это очень важно. Особенно, когда мы много работаем. Это действительно помогает сохранять высокую мотивацию. Так что еще раз спасибо за все добрые слова, я это очень ценю. Давайте посмотрим, что внутри, и соответствует ли салон этой популярности. Начнем со звука закрытия двери. Он довольно простой, не самый плотный, и это чувствуется. Внутри дверные панели в основном из жесткого пластика. Есть тканевая вставка, но под ней все равно твердая основа. Зато вот этот декоративный элемент новинка. И он по цвету перекликается с экстерьером Арбан хаки. Здесь классические кнопки стеклоподъемников, блокировка дверей, удобное управление зеркалами. Все довольно просто, без лишних ниш и усложнений. Теперь к рулю. Здесь сохранили физические кнопки, и это на самом деле удобно. Справа управление круиз-контролем, перед водителем цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. В базовых версиях она будет меньше. То же самое и с мультимедийной системой. Есть более простые варианты, но здесь установлен увеличенный экран. Сиденье версии Premier Edition обиты тканью и новым материалом Sakura Touch. Это искусственная кожа, примерно на 40% состоящая из биосырья.
например, отходов пробки. По ощущениям, очень приятный материал. В комбинации с коричневой тканью салон выглядит интересней, чем можно было бы ожидать в этом классе. В целом здесь чувствуется попытка сделать интерьер более экологичным, но без потери тактильного качества. Давайте присядем. Для такого компактного автомобиля кресла здесь действительно достойны. И важный момент, так как это не электромобиль, пол не поднят, поэтому ноги не задраны, посадка получается более естественной. Руль регулируется и по высоте, и по вылету, и при росте 189 см над головой все еще остается запас пространства. Здесь использовано довольно интересное решение для шторки панорамной крыши. Давайте покажу. Смотрите, крыша закрыта, и прямо на шторках есть надпись «Нажать». Нажимаю вот так. Простое решение, но работает быстро. Даже быстрее, чем классический электрический привод. Так что в этом есть свой смысл. Сама крыша здесь глухая, она дает много света, и при этом над головой остается достаточно пространства. Но открыть ее для проветривания нельзя. Давайте теперь посмотрим на переднюю панель. Верхняя часть мягкая на ощупь, это приятно. Есть и новый декоративный элемент с интересной текстурой. Ниже бардачок, а в центральной зоне все довольно просто. Рычаг коробки передач и площадка для беспроводной зарядки, правда без вентиляции. Зато есть два разъема USB-C, и это, на мой взгляд, правильное решение. Забавно выглядят эти ретро-кнопки подогрева сидений. Они фиксируются, поэтому сохраняют положение после перезапуска автомобиля. Также здесь физический регулятор климат-контроля и скорости обдува, все понятно и удобно. Базовая мультимедиа 9 дюймов, но здесь установлен более крупный экран на 10,5. Например, можно посмотреть визуализацию рекуперации энергии. Но по факту, большую часть времени вы будете использовать Apple CarPlay или Android Auto. И здесь интеграция реализована вполне хорошо. Кстати, вот эта ткань на боковинах сидений называется Самара. Получается, здесь сочетаются Сакура и Самара. Звучит красиво, согласитесь. Рядом кнопки режимов движения, обычно внедорожные и так далее. Подстаканники есть, но они не регулируются. Можно освободить немного места, если откинуть подлокотник. Но если вернуть его на место, материал здесь ощущается довольно простым. Внутри есть небольшой бокс для хранения, но вещи там не фиксируются. При движении он будет перемещаться по консоли. Теперь задний ряд. Это очень компактный автомобиль, поэтому места для ног здесь немного. Особенно если водитель сидит как я. При этом материалы те же. Самара и Сакура, как и спереди. Это и есть основная идея интерьера. В целом я могу здесь разместиться, но уже на пределе. Для 4 взрослых поездка будет не самой комфортной. В центральной части снова используется матовый материал Sakura Touch, по бокам ткань. Есть крепление Isofix на крайних сиденьях. Формально это пятиместный автомобиль, но на практике пространство здесь ограничено. И сами двери открываются не очень широко. Поэтому устанавливать детское кресло или садиться пожилым людям будет не так удобно. Еще одна интересная деталь, если откинуть центральную часть, появляется своего рода лючок в багажник. Например, для длинных предметов. Внутри спрятаны подстаканники, и они сделаны так, что остаются в вертикальном положении, когда подлокотник опущен. В целом довольно продуманное решение. Давайте посмотрим багажник. Объем от 320 до 400 литров, в зависимости от версии и привода. Здесь установлена электроприводная крышка, но в базе она будет ручной. Верхняя полка выглядит довольно простой. С одной стороны, она не самая прочная, но если груз чуть выше уровня, она может его прижимать. То есть решение неоднозначное. Снимать ее, кстати, не всегда удобно. Ну или можно использовать ее как импровизированную защиту от солнца во время съемки. Почему бы и нет? По размерам. Ширина около 1 метра. Длина примерно 80 сантиметров. И вот тот самый лючок посередине, о котором я говорил ранее. Сиденье можно сложить и отсюда, но, как видите, из-за моей настройки водительского кресла они не складываются полностью. Придется сначала сдвинуть переднее сиденье вперед, позже я это сделаю. В итоге общая длина до передних кресел примерно 1,5 метра.
Теперь по высоте. Здесь много зависит от версий. В полноприводном варианте снизу есть ниша, и часть отделки там остается открытой. В переднеприводной версии пространства больше, чуть позже покажу разницу. При этом нет дополнительной ступеньки, поэтому высота багажника версии с полноприводом около 70 см. В качестве второго автомобиля здесь версия GR Sport, еще одна топовая комплектация в цвете Celestial Grey. Очень красивый оттенок с легким синеватым подтоном. Спереди новая решетка с сотовой структурой в цвет кузова. Ниже еще больше этих сот. В целом облик здесь более спортивный, и на мой взгляд выглядит все довольно цельно. Также установлены 18-дюймовые диски в другом дизайне, они хорошо дополняют этот образ. Сзади тоже есть отличия. Дизайн более спортивный, и за счет деталей в бампере выглядит чуть более премиально. Эта версия доступна только со 130-сильным двигателем и передним приводом. Это самый динамичный вариант линейки, но при этом обычные переднеприводные версии могут быть практичны. Особенно если вам не нужен полный привод для бездорожья. У них, например, больше багажник. Пол разделен в пропорции 1/3 к 2/3. Секции можно опустить ниже и получить больше пространства по высоте. Либо убрать их полностью. И тогда багажник будет максимально вместительным для этого класса. В этом и заключается основное различие между версиями. Теперь интерьер GR Sport. Главное отличие – это сиденье. Кажется, что подголовник интегрированный, но на самом деле он отдельный. В центре микрофибра, по бокам искусственная кожа. С перфорацией и красной подложкой выглядит это действительно эффектно. Визуально очень хорошо. Но если говорить о комфорте, особенно в области тазовых костей, тканевые сиденья версии Lounge мне понравились больше. Эти кресла ощутимо жестче. Что, впрочем, логично для спортивной версии. В целом здесь больше спортивных акцентов. Красная прострочка на дверях, на рычаге, на руле. Руль тоже отличается, перфорация, красная строчка и логотип GR Sport. Даже на ковриках есть соответствующие эмблемы. Кстати, в 2025 году это была самая продаваемая модель Toyota в Европе, около 200 тысяч автомобилей. И, судя по всему, тенденция сохраняется. В рамках обновления сначала доработали техническую часть, двигатель, шумоизоляцию и общий комфорт. А нынешний фейслифтинг – это уже в большей степени про внешний вид и детали. В итоге получается интересная картина. Это очень компактный кроссовер, но при этом внутри он остается вполне практичным. Он не пытается казаться премиумом, но предлагает хорошее сочетание цены, технологий и повседневного удобства. Цены примерно от 28 тысяч евро за базу и до 40 тысяч за максимально оснащенные версии. А что вы думаете об обновленном Yaris Cross? Напишите в комментариях. И, конечно, посмотрите обзоры его более крупных братьев.